Всем привет и добро пожаловать! Я Наташа. А я Катя, и это подкаст для тех, кто изучает русский язык. В этом выпуске мы поговорим о себе любимых. Будем обсуждать наши предпочтения, то есть что мы любим. Я думаю, это позволит вам, нашим слушателям, получше с нами познакомиться, и, может быть, кто-нибудь из вас найдет в нас родственную душу. Ну а если нет, то просто вы выучите много полезных фраз, чтобы обсуждать ваши хобби, вкусы, интересы и предпочтения. Да, конечно, во всех языках много разных слов и фраз, чтобы говорить о том, что ты любишь. И в русском языке такие слова тоже есть, но будет очень скучно просто называть их друг за другом. Поэтому в этом выпуске подкаста вы будете учить их в контексте, вы будете учить их из контекста. И перед тем, как мы продолжим, я хочу напомнить, что у нас есть разговорный клуб. Мы встречаемся один раз в неделю, вы можете выбрать удобное время. Там мы обсуждаем выпуски подкастов, а также просто общаемся. Иногда мы обсуждаем какие-то короткие фильмы, например. Это отличная возможность, чтобы преодолеть языковой барьер, а также найти новых друзей. Все детали в описании. И давай начнем с обсуждения еды. Какую кухню ты предпочитаешь? Не могу сказать, что я предпочитаю какую-то конкретную кухню. Я обожаю морепродукты, и я обожаю все блюда из картофеля. Картошка жареная, картошка пюре, картошка фри. И, конечно, белорусские драники со сметаной. А что любишь ты? Я очень люблю японскую кухню. Я вообще тащусь от суши. Такая Мгм. неформальная сленговая фраза «тащиться». Я тащусь от чего-то. А еще тащусь от их курицы в панировке, которая называется карааге. Когда я была в Японии, я ее столько съела, ты просто не представляешь. Это ужас. Да. Ну и вообще, я люблю блюда с лапшой, Мгм. поэтому любое блюдо с лапшой мне подходит. Да. Ну а среди десертов я бы выбрала русскую кухню. Я Да. люблю медовик, я обожаю Наполеон и М. орешки со сгущенкой. Орешки со сгущенкой. Ты тоже тащишься от них, да? Я тащусь. М. Еще мне нравится это слишком слабо. Я обожаю Павлову. М. Это меренга, крем. Это просто отвал башки, как О, мне это какое нравится. хорошее слово. Да. Хорошо, давай поговорим о чем-то несъедобном, пока мы все не бросили и не пошли просто пить чай с чем-то сладким. Да. Итак, у тебя есть любимый фильм? Вообще, может быть, по мне не скажешь, но я обожаю фэнтези. И Скажешь. Ты как эльфийка А! из "Волшебного леса". О, спасибо. Пожалуйста. Но мой любимый фильм — это «Гарри Да. Поттер». И книги тоже я очень люблю. Когда я была маленькая, ну, или была подростком, эти фильмы всегда были для меня таким утешением. Если мне было грустно, я посмотрю фильм, и он как-то вовлекает меня в свой мир, и я уже забываю о каких-то проблемах, которые у меня были. Да, ну и еще я посмотрела «Властелина колец», Мгм. эту гениальную трилогию. И должна сказать, что когда я ее посмотрела, я помню, что это было просто какое-то невероятное чувство. Я помню, что я поймала себя на мысли, что я вообще не моргаю,
То есть не закрываю глаза ни на секунду во время фильма, потому что боюсь пропустить что-то из этого сюжета или из действий героев. Ну, сейчас я скажу как бабушка, но вот раньше снимали фильмы, Ну да. в которых ты действительно сидишь, не моргаешь с открытым ртом, смотришь, что там дальше. А последние фильмы, которые снимали там 5 лет назад, может быть, там М, просто такая скукота Да, смертельная. да, очень банальный сюжет, и нет никакой интриги. Как правило, ты знаешь, что произойдет еще в начале фильма. М, Да, да. Так, но я не такая фанатка кино, ага. поэтому я не смогу ответить на этот вопрос и назвать конкретный фильм. Но если я, например, смотрю какие-то фильмы, обычно я смотрю комедии, и часто я выбираю просто по актерам. И мне нравится, например, Адам Сэндлер, Энн Хэтэуэй, Уилл Смит. И с ними, если я вижу их, я точно буду смотреть этот фильм. И у тебя есть любимый сериал? Вообще, я часто смотрю и фильмы, и сериалы, но такого одного конкретного, единственного сериала, который я могу пересматривать раз за разом, у меня нет. М. Мгм. Но на этот вопрос у меня есть ответ. О, давай. Да, я обожаю сериал «Друзья». М. Это мой любимый сериал, и я думаю, все его знают, конечно же. И я пересматриваю его каждый год. И я уже посмотрела его на 3 языках. Ну, легко смотреть на иностранном языке, когда ты знаешь, кто сейчас что скажет. Это помогает, да. Да, и интересно также, что с каждым годом я по-другому смотрю на героев, и я уже по-другому оцениваю их поступки. Если раньше мне казалось, что кое-кто полный идиот, то сейчас мне кажется, что это полнейший гринфлаг. Какой персонаж тебе больше нравится там? Там мне нравится Чендлер. Да, да. Возможно, это не самый очевидный вариант, но умный, чувство юмора, да, немного скромный, почему нет? М, И ведет себя всегда очень даже достойно. мгм. А Поэтому я еще, бы назвала Чендлера. да, это хороший выбор. И вообще его чувство юмора мне, например, очень близко, поэтому поддерживаю. Да, ура, Мгм. Тим Чендлер! Да. Ну, ты вот сейчас упомянула, что посмотрела сериал на разных языках. Давай поговорим о языках. Какой твой Мгм. любимый иностранный язык? Конечно, немецкий. О. И очень жаль, конечно, что несмотря на то, что мне очень нравится этот язык, я люблю этот язык, я так и не выучила его до достойного уровня. Да, но пока так, пока я живу с этим. И какой твой любимый иностранный язык? У тебя он есть? Я, кстати, тоже изучала немецкий язык в школе. Правда, Мгм. тогда он мне не зашел. Мы говорим «не В зашел». школе. В школе, да, конечно. Не было времени, на концентрацию на этом языке, на новом иностранном языке из-за экзаменов, из-за, других проблем. Поэтому я его не прочувствовала, да. И Мгм. вот я Мгм. использовала фразу «язык не зашел». Что-то зашло или не зашло — это сленговый синоним для понравилось или не понравилось. Так вот, что мне зашло, так это японский язык, который я изучала потом в университете. И я действительно кайфую от его звучания, от новых слов, которые я там узнаю. Очень нравится. Да, какую прекрасную лексику ты использовала. Зашло, кайфую. Сленг, ха-ха. Хорошо. И когда мы говорим о музыке, какую музыку ты любишь и к какой музыке у тебя лежит душа? Какой красивый фразеологизм. Да, сейчас кто-то скажет, что моя душа лежит неправильно. Не может быть такого. Давай. Я чаще всего слушаю попсу, М. поп-музыку.
И, Мгм. наверное, это потому, что я хочу какой-то легкости, когда слушаю музыку, а попса это обычно не самая глубокая музыка в мире, и поэтому в моем плейлисте много таких песен. И особенно это попса из 90-х или 2000-х. Хотя в моем Понимаю. плейлисте можно найти и рок, и рэп, и классику. А в твоем? Мгм. В моем тоже какой-то бешеный винегрет, потому что мои предпочтения постоянно меняются. Не знаю, в зависимости от настроения, в зависимости от учеников тоже, потому что иногда приходит новый ученик, и он мне показывает что-то совершенно новое или отправляет свой плейлист, да, и тогда я думаю, почему я раньше не слушала такую музыку? И мне всегда сложно отвечать на этот вопрос, потому что, например, когда я работаю, я часто слушаю техно. Ну, очень подходит, чтобы не думать о словах, чтобы быстрый темп был в работе тоже. Также я слушаю французский поп. Ну, не французский поп, а поп на французском. Да. Так будет правильнее сказать. Немецкий рэп. Не так давно слушала японский грув. Да, ну, то есть совершенно все разное. И раньше, наверное, я слушала чаще музыку, а потом я уже начала слушать подкасты, Мгм. потому что ты думаешь, окей, я гуляю, у меня есть время, и я буду очень продуктивной и послушаю какой-нибудь подкаст. И почти ничего не слушаю на русском, я думаю. И это тоже обычно проблема, потому что ученики говорят: "А что мне послушать на русском?" Или называют мне, какого-то исполнителя и говорят: "Круто, да?" Да, наверное, отправь мне, пожалуйста, я послушаю. И не знаю, они, наверное, думают, что я какой-то ботаник или какой-то человек, который притворяется, что он учитель русского из России, потому что, ну, как можно не знать? Ну, я действительно не знаю. Извините, у меня много дел. Мгм. Кстати, да, действительно есть эта проблема, потому что люди хотят знать что-то свежее в мире русской музыки, а я тоже такая: последнее, что я слушала, это песня из 2005 года". Тату. Да. А на каком языке ты слушаешь музыку? В подростковом возрасте мне ближе была англоязычная музыка, но Мгм. сейчас, часто слушаю попсу на русском, из 2000-х, из 90-х. Это всякие, Меладзе, Виагра, Земфира. Я М. миллениал до мозга костей, извините. Ну, иногда мне заходит что-то из, современных песен, но они такие, вот знаешь, просто вот на 2 месяца. И Мгм. потом они просто испаряются Да, в пространстве, и о согласна. них уже никто не вспоминает. А о Меладзе, извините, Мгм. помнят уже спустя 30 лет. Так-то. Поколение женщин слушают Меладзе. Это легенда. Ну и раз мы говорим о музыке, скажи, у тебя есть любимый исполнитель? Ну, мне сложно назвать прям одного исполнителя, которого бы я слушала каждый день, но если нужно назвать, я назову Лану Дель Рей. Мгм. Это как-то очень в моем меланхоличном состоянии обычном. Мгм. Ну, мне тоже Очень подходит нравится. по вайбу, да, чтобы так погрустить, приуныть, подумать о жизни, Мгм. что-нибудь такое. Да, да, мне нравятся ее песни. Они очень мелодичные, и текст тоже приятный, поэтому согласна с тобой. Спасибо. Хорошо. Ну, давай теперь поговорим о чем-то современном. У тебя есть любимый мем? Это не мем, а скорее видео из интернета, которое
ну, стал мемом тоже в какой-то степени, но мне кажется, о нем знают не все, и очень зря, потому что это мое любимое видео в интернете. Это вот неважно, сколько я раз буду его смотреть, мне всегда просто дико смешно. Я даже сейчас думаю о нем, и мне Интрига. смешно. Рассказывай давай, что это за такое Знаешь, видео? этот друг, который пытается рассказать тебе смешную историю, но очень долго не Рассказывает может сказать. предысторию, да? Да, в общем, это интервью с Элайджа Вуд. Ну, как раз ты говорила про «Властелин колец». Так. И это было во время выхода фильма, по-моему, не первого, а какого-то уже последующего. И это пранк-интервью. Один пранкер притворялся немецким журналистом, и они делали это дистанционно, и Элайджа Вуд не видел интервьюера, а интервьюер видел его. И он задавал ему абсолютно абсурдные вопросы, просто максимально какой-то бред. И Элайджа, он старался быть адекватным, но в конце, конечно, просто снесло крышку. И самое интересное в этом пранке, конечно, это как он реагирует на эти вопросы и его смех. Я всем советую посмотреть это видео. Если у вас плохой день, 100% это видео поможет немного исправить ситуацию. Да, я видела это видео, я его тоже Да? обожаю. Когда я первый раз его посмотрела, я так смеялась. Но и сейчас я очень смеюсь, когда его смотрю. Это очень смешно. Да, и это такой добрый пранк. Это не как пранки, которые делают сейчас, где пугают людей до смерти, да, или что-то, не знаю, что-то некрасивое делают с людьми. Просто абсурдные вопросы, абстрактные, и все. Но это так смешно. Я скучаю по такому юмору, Да. если честно. Мгм. И у тебя есть какой-то любимый мем или видео? Если Что-то? честно, нет любимого мема. Наверное, они приходят и уходят. Есть Мгм. такие видео, которые я вижу часто, потому что они вирусятся, и мне каждый раз смешно, но я знаю, что через полгода я уже и не вспомню, что там было. И меня всегда удивляет, когда я смотрю видео, интервью на улице, и людей спрашивают, какой ваш любимый мем? И они тут же на месте вспоминают какую-то фразу или мем. Я думаю, а как вы это все запоминаете? Ну, скорее всего, они используют это в жизни, потому что, например, я очень часто использую «Наталья, морская пехота», потому что я Наталья, и мне легко. Если будет возможность, можно поставить Ага, это на ага. экран, чтобы напомнить нашим зрителям, слушателям, что это за Да, мем, если они это ладно. пропустили его. Ну, ничего страшного. Может быть, когда-нибудь тебя что-то зацепит так, что ты запомнишь и скажешь: «Наташа, помнишь, ты спрашивала меня?» Я созрела отвечать. Да, любимый мем — это еще то, над чем мне предстоит поработать. Может быть, он где-то ждет меня, готовится. Это домашнее задание, Да, Екатерина. будет сделано. Так, ну что, перейдем к вопросу недели. Вопрос недели. Расскажите о ваших предпочтениях. Какой ваш любимый фильм, актер или любимая музыка? Спасибо, что прослушали или просмотрели этот выпуск до конца. Становитесь патронами нашего подкаста, получайте скрипт каждого эпизода, доступ к закрытой группе в Телеграме, а также место в разговорном клубе. Все детали в описании. Пока-пока. Пока-пока.